Как проверить уровень масла в механической коробке передач? Интересно, смотрим дальше. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз. Всем привет, меня зовут Виталий, и я хочу заранее поблагодарить всех, кто досмотрит видео до конца. Отдельно хочу поблагодарить всех, кто сейчас нажмет кнопку подписаться и подпишется на мой канал, чтобы YouTube больше продвигал мои видео. И сегодня пойдет речь о трансмиссионном масле. Ведь оно занимает очень важную вещь в движении автомобиля. И это знают только тогда, когда дело доходит до правильной работы коробки передач. Помимо охлаждения коробки передач, трансмиссионное масло также помогает смазывать движущие части в системе и облегчает переключение передач. По сути, оно служит как масло, так и гидравлическая жидкость для охлаждения коробки передач и не дает ей перегреться. Очень часто задают вопрос, когда нужно менять масло в коробке передач. Ответ для меня был всегда однозначный. Если вы часто перегружаете свой автомобиль, то это 30 тысяч километров пробега. Если же вы просто ездите по обыкновенном режиме, то это порядка 50 тысяч километров пробега. При этом очень важно периодически проверять его качество. Также и уровень между интервалом и обслуживанием, чтобы коробка была в безопасности. В конце концов, низкий уровень масла или если оно сильно загрязнено, то легче его поменять, дабы устранить многие проблемы с трансмиссией. И если вы хотите узнать, как проверить уровень масла в механической коробке передач и поддержать автомобиль в надлежащем состоянии, смотрите видео дальше. В установке автомобиля на яму вам надо будет обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения конкретных инструкций. Перед началом процесса надо дать возможность маслу стекти вниз пару минут. Также не забудьте убедиться, что масло немного остыло и в процессе проверки не обожжет вас, ведь оно может быть очень горячим. Прежде чем пытаться проверить уровень жидкости в механической коробке передач, еще раз убедитесь, насколько оно остыло. Ведь первым этапом проверки вам нужно найти заливное отверстие. Ведь большинство механических трансмиссий не имеет щупа для проверки уровня масла. Для этого вам нужно будет снять пробку заливного отверстия. Обычно заливная пробка заливного отверстия находится сбоку трансмиссии. Однако оно также может располагаться и в верхней части коробки передач. Чтобы определить, где находится заглушка и тип ее гаечного ключа, необходимо для ее откручивания обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля. Следующим этапом проверки жидкости, проверки в механической коробке передач, надо выкрутить пробку заливного отверстия. При этом убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на устойчивой ровной поверхности. Сцепление включено и стояночный тормоз тоже включен. Затем, используя гаечный ключ, рекомендуемым типом в соответствии с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы открутить пробку. И только после этого у вас появится возможность проверить наличие трансмиссионного масла в вашей коробке. Обычно трансмиссионное масло заливается так, чтобы оно находилось чуть ниже крышки заливной горловины. Однако вам следует перепроверить свой уровень в вашей коробке передач. Поскольку обычно датчик уровня масла в механической коробке передач не существует. Я обычно всовываю палец и на ощупь определяю,
на каком уровне находится сама жидкость в поддоне коробки передач. Хотя бывают такие случаи, что масло переливается уже через край после откручивания. И скорее всего это означает, что оно на нужном уровне. И вам следует побыстрее закрутить пробку назад. Также, помимо проверки уровня масла, следует проверить его качество. Для этого необходимо изучить цвет и качество жидкости. Ведь трансмиссионное масло должно иметь чистый розовый оттенок. И если он коричневый или черный, и в нем есть частички или пахнет горелым, то, вероятно, его необходимо по-любому заменить. Для этого вам необходимо будет найти вторую пробку с нижней части коробки передач и слить масло. Оно не настолько дорого стоит, но я рекомендую его заменить, коль вы уже находитесь под машиной. Также хотел порекомендовать вам при покупке нового не экономьте и не покупайте дешевое неизвестного производителя масла. Ведь это ваша коробка, и это один из самых дорогостоящих частей автомобиля в плане ремонта. Думаю, эти советы вам были полезны. И если так, то поставьте лайк. И если вы еще не подписались, подпишитесь на мой канал. Смотрите другие мои видео о коробках передач. Их уже достаточно на моем канале. И узнавайте очень много нового о своем автомобиле. Всем до новых встреч и до нового видео. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.